Всем привет! Как бороться с медведкой? Один из моих методов – пассивная борьба с медведкой на огороде. Не буду лукавить, открою вам страшную тайну. Победить медведку невозможно. Можно только уменьшить численность особей, и то применив комплекс мер по геноциду населения медведок на данном участке. Потому как они приползут, прибегут, прилетят с других участков. Вдруг у вас найдется чего повкуснее. Поэтому и вечный бой покой нам только снится. Слышите, как жутко смеется? До чего дошли эти дерзкие медведки? Хорошо, что в домик не лезут, а то и там бы все погрызли бы. Пивом я их уже поил, неудачно. Жадность, знаете ли. И пробовал по вечерам, когда они распевают песняка от хорошей жизни, ходить с фонариком, засекать ихние норки, чтоб выкопать гнезда, рассадники зловещих вакханалий. Без результата. Когда копал ямку для прудика из шин, чтобы сделать прудик и сухой каменный ручеек, вдогонку накопал еще ямок для одиночных шин. Думал, будут совсем маленькие прудики, для того, чтобы быстро зачерпнуть водички и полить страдающую жаждой растишку. Заметил, как ни странно, что они привлекают медведок. За ночь напрыгают, а утром специально пораньше подскакиваешь и бежишь радостный. Даже забываешь, зачем подскочил. Начинаешь проверять эти самые прудики. И если насобирал 2-3 штуки, то хорошее настроение на весь день. Знаешь, что не зря на дачу съездил. Ну и как обычно, тараканы распоясались, насоветовали перерыть всю дачу, наделать водяных ловушек для медведок и мышей. Придется в этом году по картошке вкопать парочку шин. Устройство простое, можно сказать, никакое. Просто вкапывайте цельную шину. В данном случае 2 шины в глубину. Главное сделать гидроизоляцию, чтобы вода не ушла. Тогда, когда уровень воды держится ниже буртика, думаю, в этом и есть фишка. Злостные вредители, придя на водопой и, сильно нагнувшись, чтобы исхлебать вкусной и целебной водички, вдруг, неожиданно так, скользят и падают в воду. И все, капец. И уже не могут вскарабкаться наверх, так как карабкаться не почему. А ухватиться и подтянуться не судьба. Вот такие вот ловушки, проверены временем. Все очень просто. Ходишь утречком и собираешь трупики в кучку. Прямо праздник какой-то. И зимой не требуют обслуживания. Не надо воду сливать. Вот такие вот ловушки для медведок и мышей. А потом на этих медведках можно бизнес делать.
продавать рыбакам в качестве наживки. Или на худой конец посушить, ну и пощелкать вместо семок, сидя у пруда, построенного своими руками. Пока сочинял ролик, наткнулся на еще один интересный метод. Как опробую, расскажу. Клянусь, век воли не видать. Подписывайтесь на канал «Дача своими руками» и узнаете ответ на все вопросы. Как, зачем, почему и для чего. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы на даче, построенной своими руками. Thank you.